Здравствуй, Юра. Спасибо, что нашел время пообщаться. Мир гэмблинга, он огромен и цифрами, и он полон еще и крутыми людьми, крутыми представителями, и вот этот вот весь шарм и атмосфера, она и погрузила. Вопрос укомплектования команды для стартапа — это всегда, да или для любой компании, он бесконечный, то есть ты всегда ищешь сильнее кадры, ты всегда ищешь потенциал для роста. За бизнес отвечаю я. От и до, от построения команды, рабочих процессов до финансового результата. То есть я не буду говорить о том, что мы взяли и улетели в космос, потому что сделали что-то такое взрывное, космическое. Ну, не то, что секрет, мы, опять же, не изобретаем какой-то велосипед, но это будет велосипед с крутыми колесами, но под нашим, со стилем атмосферы. Крутение рулетки — это на самом деле очень сложно. Я пробовал, это непросто. Очень важно, чтобы в лодке с тобой были люди, которые верят во что-то одно и какими-то общими признаками и принципами. А есть вообще идеология какая-то у компании, которую вот можно сформулировать там в одно-два предложения? Ее сейчас нету. Она была, когда мы начинали, и она трансформировалась вместе с нами. И мы вот топ-менеджментом в прошлом году сидели, пытались... Мы запустили сайт в конце года, я не знаю, успел ли ты посмотреть? Да, я видел. Правильно, крутой. Сейчас там еще новый ролик запущен. И мы вот туда хотели обозначить наше видение, миссию, ценности. И начали креативить, вот там каждый сначала свое написал, пытались найти какое-то понимание, и в конечном счете поняли, что мы на верном пути, но нет задачи кровь из носа просто что-то написать. Или что есть сейчас, потому что оно не отражает того, что вот, может, мы слов правильных не нашли, может быть, действительно еще время не пришло. Поэтому я бы очень хотел к концу года, чтобы мы это сформулировали. И, безусловно, опять же, это мой вызов личный. Поэтому будем стараться. Я вот сейчас нашел книгу прикольную «Корпоративная религия». Я ее читал пару лет назад, давно, 5. И вот хочу задано перечитать. Здесь рассказывается про корпоративную религию Харли Дэвидсона, в том числе, и про то, как они строили вот этот культ и ценности. Задача как раз-таки выстраивать в рамках компании корпоративную культуру, которая тоже будет добавочной ценностью к тому, что мы делаем. То есть сейчас это такой переходной период в формировании, да, этой идеологии. Компания растет, команда растет, я расту, и мы растем. Вот я понял, что не страшно чего-то не уметь сейчас. Как бы главное понять, словить этот запрос и найти качественное решение этому запросу путем, не знаю, заимствования, личной какой-то трансформации, учебникам, чему угодно. Вот когда... И я не знаю, правильный ли это момент по, наверное, какой-то рыночной практике или стандартам, но вот у нас это так. Соответственно, на этот год, опять же, я очень надеюсь, что утвердим миссию, ценности, видения и корпоративные стандарты. Они на самом деле формируются еще, присутствуют в компании даже без утвержденных каких-то документов. Это просто ваша этика, взаимоотношения, какие-то принципы работы, что вы верите, что вы произносите, как вы относитесь друг к другу. Но хотелось бы, чтобы это превратилось в какие-то постулаты, которые бы мы действительно нас отражали. Пусть это будет 1, пусть это будет 5, 10, но это точно то, что отражает вас сейчас, и то, что будет на нашем классном сайте.
Да, я думаю, что ты прав. Это на самом деле очень серьезный вопрос, к этому нужно комплексно подойти, хорошо подготовить эту тему, потому что это как раз то, о чем ты вначале говорил, что это лодка вот эта, в которой ты плывешь со своими коллегами, и ваша лодка для всех должна одинаково называться, все должны понимать, куда плывет эта лодка, тогда она будет плыть правильно, все будут правильно грести, скажем так, в одну сторону. Вот что дает свой результат. А какие вообще такие глобальные планы масштабирования на вот год, который будет у тебя в плане атмосферы? У нас активный рост по плану продуктовый рост, активный продуктовый рост ожидается в начале 2021 года. Мы сейчас, опять же, в связи с обновлением команды, расширением команды, меняем стек разработки, и это отчасти немного удлиняет путь развития. Поэтому партнеров у нас сейчас немало, скажу так. То есть для того уровня продуктового портфолио и, наверное, развития компании нетворкинг реализовать удалось круто. И, даже с таким необильным портфолио. Хотя, опять же, может быть, я просто скромничаю, может быть, оно и хорошее, да, и я видел провайдеров и с меньшим количеством продуктов. Но вот как есть, у нас хороший набор партнеров, мы продолжаем интегрироваться, мы продолжаем расширять свое присутствие в рынке. Самое главное, это на этот год есть у нас сохранить костяк, безусловно, доукомплектовать команду. Я, кстати, каждый год говорю, что задача на следующий год доукомплектовать команду. Мы доукомплектовываем, понимаем, что нам не хватает, чтобы доукомплектовать команду. Но тем не менее, сила в людях. И сделать большой релиз, о котором я тебе говорил. И мы в этом году, во втором квартале этого года, начнем разработку еще 3 новых продуктов, которые они будут из классической линейки, это Blackjack, Hello, то есть никаких rocket science, и которые должны зарелизиться в следующем году. То есть под то обилие партнеров, которые есть сейчас и которые мы нарастим, представить им эту большую продуктовую линейку, это наша задача. То есть, насколько я понял, следующий год у тебя планируется очень насыщенным, очень много работы, планов по масштабированию вообще, да, по развитию. Я когда говорил о развитии, масштабировании, говорил о продуктах, и закончив эту фразу, понял, что немало важной задачи на этот год сформировать этот фундамент корпоративной культуры, ценностей, потому что это будет очень большим инструментом к стимулированию и к движению на следующий год, да и на это. Само понимание и транслирование информации коллегам, что мы это делаем, и что мы и об этом думаем, тоже является определенным эмоциональным бустом к работе и к желанию оставаться в рамках команды. Давайте немного поспрашиваю тебя о том, как вообще delivery продукта происходит. Давай. Расскажи, сколько вообще людей обычно задействовано в разработке одного какого-то продукта? Смотри, у нас мы работаем над несколькими продуктами параллельно, и в зависимости от сложности продукта, или 2 или 3 делаем, плюс несколько еще поддерживаем или продолжаем развивать. В единицах я тебе сейчас точно не скажу, но, безусловно, это UX UI дизайнер, это верстальщик, это фронт, это бэк, QA, плюс люди, которые занимаются интеграцией веб-плеера и разработкой веб-плеера. В единицах, наверное, так. Опять же, если это
ну, там, сложный продукт, сложная логика, это должен быть еще там геймдизайнер, который это все придумает, посчитает. Все зависит от типа продукта. Вот. А сколько по времени примерно занимает вот от создания идеи и до сдачи заказчику, клиенту или просто... У нас нет такого понятия, как сдача заказчика. Наверное, главным заказчиком являюсь я. То есть, условно, я там понимаю, что вот этот продукт под вот этот регион должен зайти, и наша экономика должна работать. И вот, исходя из этих мыслей, ставлю продуктовую задачу, которая потом командой продукта, директором продукта описывается уже вот в ТЗ и реализуется. Соответственно, и опять же, когда мы сделали продукт, мы можем его предложить всему рынку. То есть где-то мы работаем через агрегаторов, где-то устанавливаемся напрямую. Например, возьмем рулетку, Live Roulette. Мы ее сделали за 5 месяцев, потому что были еще неопытные и не хватало вот экспертизы. Я знаю, что мои там друзья, конкуренты могут сделать ее за 1,5, но опять же, если вы посмотрите конечный продукт, то очень много зависит от уровня дизайнерского исполнения и вообще от той задачи, которая ставилась. Поэтому я бы не усреднял, но вот наши продукты мы делаем от 3 до 5 месяцев. А как происходит у тебя поиск и коммуникация с клиентом? То есть вот ты поставил продуктовую задачу, да, команде, и дальше ты начинаешь искать выходы, рынки, клиентов, да, платформы, с которыми ты можешь работать, предложить им свой продукт. Несколько путей. Первое – это если взять период до пандемии, когда каждый регион или континент, так Америка, в Америке лайв-казино запрещен, там выставки были просто по букмекерству, Латинская Америка, Европа, Азия. На Мальте очень крутая, популярная B2B выставка, которая не B2B выставка, выставка по гэмблингу, куда приезжают представители индустрии. Вот Лондон, который в феврале проходит, Лондон Айс. И ты можешь выставиться со стендом, со своей продуктовой линейкой и продавать себя, находить клиента, продавать себя. Ты можешь ходить, просто коммуницировать, видеть платформу, подходить, предлагать себя. Можешь нанять сейлза с базой клиентов, которые будут тебя продавать. Вот мы все используем, и нетворкинг, сейлс плюс участие в выставках. Угу. Расскажи, насколько вообще большая конкуренция в нише, которой ты занимаешься? Есть очень один большой провайдер, который там занимает в Европе, я думаю, там до 80% рынка. Опять же, я сужу по той информации, которая есть у меня от платформы и инсайдов. Не знаю о рынке в целом, обо всем рынке не знаю. Но, опять же, из последней информации, когда этот провайдер зашел в Азию, то примерно такую же долю 70-80% и на азиатских платформах занял. А за все остальное часть рынка борется оставшаяся часть провайдеров. Точное число не назову, думаю, их около 20. И при всем при этом это очень большая оставшаяся часть. Жесткая конкуренция. Я могу сказать, что при том, что обилие провайдеров большое, интерес у платформы к расширению своего предложения клиенту тоже большое. То есть, в принципе, если у тебя работающий продукт, который не глючит, да, не создает каких-то багов, которые могут привести к финансовым потерям, тебя возьмут, интегрируют, и для платформы, чем больше он может предложить хорошего продукта или разнообразия клиенту, лучше, больше заработает. А вот в рамках команд, конечно же, мы уже боремся за тем, чтобы
выбрали нашу рулетку условно, а не рулетку конкурента, там, дать какие-то кэшбэки совместно с платформой, другие маркетинговые акции. Назовем это жестко, но интересно. А как оставаться крутым и качественно выделяться среди других конкурентов твоих? Мы делаем сейчас ставку на хороший, качественный и стильный, и не забывая про удобство, дизайн продукта. То есть если сравнить, взять человека, который не играет в гэмблинг, для простоты, или даже кто-то играет, любого, и поставить там нашу студию конкурента, наш продукт и типичный продукт конкурента, то визуально, по эстетике, по такому ощущению эмоциональному мы крутые. И это, наверное, это наше конкурентное преимущество, почему нас должны выбирать. Рынок разнообразный, предпочтения клиентов очень разнообразные, то есть люди, которые делают большие ставки, у них одни предпочтения, и я понимаю, что мы там для них сейчас не особо интересны, им нужны определенные стандарты там съемки, и они, кстати, за олдовость, то есть абсолютно без разницы, какая у тебя студия и так далее, им есть определенные привычки. Там новички хотят чатиться и общаться с ведущими, такой уровень коммуникации, ставить и болтать. Люди с более опытным, им важно удобное юзабилити и какие-то надстройки универсальные, надстройки нетривиальные для ставок. Поэтому самое главное, просто чтобы твой продукт доходил до конечного пользователя, чтобы видео не отваливалось. Соблюдайте базовые принципы, и базовое качество. То есть можно сделать настолько шикарный продукт, а он будет просто не открываться у пользователя. И он даже не сможет поиграть. Не надо рассчитывать на то, что рынок сидит с последними айфонами или самсунгами и готов воспринимать ваше качество, вашу трансляцию. Вообще не так. И от индустрии, от региона к региону зависит. Поэтому очень много что нужно учитывать. И наша задача на этот год, помимо того, что мы научились делать красиво, сделать так, чтобы это было еще сильно доступно для большего количества устройств, для большего количества пользователей, регионов и так далее. Да, дизайн у вас действительно приятный, и барышни на сайте вообще шикарные, конечно. Нереально. Прям заглядение. Скажи, занимаешься ли ты еще каким-то бизнесом вообще, помимо атмосферы? В 2014 году есть несколько микробизнесов, которые еще в работе на других компаниях сделал. Это вместе с другим партнером. У нас есть небольшая сеть на фудкортах итальянской пасты. Есть студия рисования офлайновского формата в Москве. Но это все эмоциональные и финансовые вложения 2014-2015 года, которые до сих пор работают. Ими управляют отдельные люди, свои управляющие партнеры. Активного вовлечения не ведут. То есть специально нанятые SEO, да, ведут бизнес? Да. Ты владелец именно? Я с партнерами. А ты паста и студия рисования, это тебе именно нравится, близко просто, да? Нет, смотри, это опять же, прошло уже 7 лет, да, с тех пор. Я даже не помню, где я был 7 лет назад, на какой работе. Возможно, не помню, сейчас на это время не тратить, но давно. И я как вчера помню эту ситуацию, пришел человек, говорит, есть возможность сделать такую идею, я буду идеологом, я буду отвечать за продукт. На самом деле, ровно как я пришел недавно к своему инвестору, тогда пришли ко мне, нужна такая сумма денег. Мы с моим другом-партнером ее скинулись, и это дало свой результат.
это превратилось вот, ну и потом масштабировалось единицами, да, там увеличилось количество присутствия на фудкортах. И то же самое в студии рисования. Есть запрос на определенный сервис, на услугу, давайте это сделаем. Это микробизнесы Мгм. по количеству людей и по обороту. Они существуют уже давно, и поэтому как бы опыт создания вот этих микробизнесов у меня есть. Его сложно применить вот для большой компании, потому что все равно уровень взаимоотношений, задач, проблем совершенно новый уровень. Но есть. А есть какие-то идеи в будущем? Хотел бы ты еще что-то открыть? Я полностью сконцентрирован на атмосфере. Мгм. Это такой мой вызов личный. И связываю себя надолго с этой идеей. Потому что даже вот если вернуться к тем микробизнесам, для их становления и понимания, не знаю, налогового органа, там, какого-то финансового планирования и других, других нюансов, аспектов, я тратил много времени, от полугода до года. Сейчас это лишь некие там краткосрочные статусы квартальные, чтобы просто понимать, что все работает, какие-то финансовые показатели сравнения, но я не участвую в оперировании вообще. Но мы много времени потратили, чтобы участвовать вот в такой микробизнес. Чтобы создать большой бизнес, нужно потратить еще больше внимания и фокуса, и сил, и что и нужно, что и чем я сейчас занимаюсь. То есть в ближайшие лет 5, грубо говоря, ты планируешь серьезно только атмосферой заниматься? Да. А я не могу назвать там эти пятилетки, потому что, возможно, это работа сейчас уже всей моей жизни до конца, потому что я всегда хотел попробовать себя в области, которая назову так, безгранична по возможностям. Да? Объемы рынка будут всегда присутствовать. Хорошо, только если все государства запретят эту индустрию, то как бы у нее будут проблемы. В ней перевод будет невозможно. Но с учетом того, как все развивается, вот на Украине, да, недавно утвердили, легализовали гэмблинг на достаточно серьезном уровне. В других соседних странах утверждается, Африка развивается, Америка, уже сколько, 13 штатов в том году утвердили беттинг онлайн. И это все, за беттингом всегда идет лайв-казино. Не сразу, но вот по опыту урегулирования других стран так. Поэтому рынок огромный, на мою жизнь точно хватит. Главное, чтобы было там сил хватило. Желание есть. Ты до этого книжку показал, которую вот читаешь. То есть ты вообще вот как предприниматель и лидер, да, построения процессов, команды, то есть у тебя реально есть опыт, понимание. Расскажи, как ты себя как лидера развиваешь, где ты черпаешь новые знания, вдохновение, как предприниматель и капитан, скажем так. У меня очень простые инструменты там, развития. Это из последнего, что дало там буст знаний, это книги. В России есть большой банк, Сбербанк, и председатель правления этого банка Герман Греф достаточно недавно, год-полтора, написал список книг, которые рекомендуют к прочтению. Это библиотека Сбербанка, которая регулярно обновляется и пополняется книгами, которые он прочитал. Все книги про мотивацию, достижение цели, личностное развитие, духовное развитие. То есть вот выбирай любую, и она каким-то кирпичиком тебя делает лучше. По какому-то принципу выбрал список учебников и их читаю. Этого не хватает. Книги тебе делают эрудирование, они дают какие-то инструменты, но не всегда это вот прикладное знание, которое сходу может стать тебе полезным. Поэтому
Из последнего, что я сейчас начал делать, это общаться с другими представителями стартапа, кто-то на более зрелой стадии, чем мы, для понимания того, как у них устроено, там, как финансовое планирование, юнит-экономика, работа с инвесторами. И, наверное, вот два аспекта. Это книга и нетворкинг. Я давно уже пытаюсь найти для себя какой-то курс обучения. Не знаю, наверное, надо начать и уже сделать, и пробовать, а не все вот фрустрировать и искать, и думать, что это будет трата времени. Пока вот в повышении квалификации стороннего себя как-то не нашел. Понятно. Слушай, ну вот насколько я понял вообще из диалога с тобой, то есть создать компанию, собрать команду в такой тяжелый год, да, в такой тяжелый период, еще и не просто сохранить ее, а реально расти весь год, да, очень сильно. Это реально очень непросто, мало кому это удалось на самом деле за 2020 год. Очень много компаний разрушились, да, там прекратили существование. У тебя получилось, это было непросто, точно, я уверен. Скажи, какой был бы твой совет предпринимателям уже на твоем опыте? Вот как нужно действовать и как не исчезнуть в таких непростых условиях? Я слукавлю, если не скажу, что у меня получилось, потому что у нас получилось, у всей команды, и потому что у нас была финансовая подушка, сформированная инвестором. Да, нам, не знаю, повезло, что мы были на стадии существования за счет инвестиций, и все остальное, что нужно было делать, это следить за психологическим состоянием людей, и в такое новое для всех время, и для меня оно было абсолютно новым, находить правильные слова для поддержания настроения и атмосферы в коллективе. Я, кстати, каждый раз, когда я говорю слово «атмосфера», улыбаюсь, потому что точно понимаю, что мы точно в цель попали с ним. Это отдельная история про создание. Поэтому вот, опять же, такое хорошее стечение обстоятельств, доверие инвестора, и доверие команды, и моя вера в то, что у нас все получится, и помогло достаточно качественно пройти этот уровень. Мы релизили продукты на удаленке, в полном локдауне, так что поддерживали, мы молодцы. Не очень люблю давать советы, потому что это всегда про какую-то философию. Но вот чем бы поделился, каким интересным мнением, которое я сам получил вот на рынке. На рынке получил одно мнение от большого провайдера, как раз-таки от одного из топовых на рынке. Они устраивали ужин локальный на выставке. И я не очень люблю давать советы, вот поделюсь тем, что услышал от другого участника рынка, большая компания, они рассказали о неудачном опыте тестирования одной своей продуктовой гипотезы. И они заранее договорились между собой о том, на каком этапе все-таки перестанут доливать и сжигать деньги и примут ошибку. Вот умение принять ошибку и вовремя остановиться вам поможет в какой-то момент сохранить и себя, и остаток инвестиций, и быстро поменять фокус, сделать работу над ошибками и с новыми силами и идеями уже перформить. И второе, это идея из книги. Вы как руководитель, причем любого уровня, там, не только там, самого высшего, да и просто как человек, вы не обязаны все знать и быть умнее или там эрудированнее, или там своей команды или еще чего-то. Как раз-таки основная фишка – это дополнять друг друга, собирать вокруг себя людей, которые могут реализовывать ваши идеи. И вот это вот симбиоз умных, разносторонних людей, которые дополняют друг друга и дает крутой результат. Когда что-то не знаю,
я всегда спрошу у своего коллеги для, опять же, личностного развития, но понимаю, что этот человек отвечает там, за эту область, и я доверюсь ему. Безусловно, у меня будет своя интуиция, которой я поделюсь, но для этого и нужна команда. Доверять и разделять. Последнее слово плохое. Для этого нужна команда. Юр, спасибо тебе реально за диалог. Очень содержательно, очень много интересной информации. Ты реально очень прикольно, классно относишься к команде. У тебя большие крутые планы. Я уверен, что у вас точно все выйдет. Большое. Я с удовольствием пообщался, и для меня это было тоже возможность еще раз о многом подумать. И вы задали крутые вопросы, которые подтвердили необходимость фокусирования, например, на корпоративной религии, когда вот я понимаю, что люди интересуются этим, как это устроено у нас, значит, это действительно важно, и на этом нужно акцентировать внимание. Вам спасибо за диалог. Желаю атмосфере удачи. Уверен, этот год будет еще продуктивнее, чем предыдущий. И Спасибо. Будем на связи тогда. Спасибо большое. Хорошего дня. Пока.